Фанаты волейбола, всем привет! Вот так незаметно мы подобрались к экватору регулярного чемпионата мужской российской пари Суперлиги. Сегодня поговорим о 15-м туре, выясним, за что Павел Тетюхин просит прощения у болельщиков и как на первый взгляд предсказуемый тур превратился в россыпь сенсаций. Напоминаю, что все прямые трансляции и записи матчей вы можете смотреть на официальном сайте Всероссийской Федерации волейбола, ссылка в описании. Ну а я по традиции попрошу подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать в комментариях результат какого матча вас больше всего удивил. Заваривайте чаек или кофеек, приятного аппетита и приятного просмотра. Начнем в Москве с матча Динамо и Югры Самотлор. В принципе, как начнем, так и закончим, ведь москвичи вторым составом не оставили шансов югорцам. Единственное, что запомнилось в этом матче, так это встреча Евгения Баранова с рекламными щитами. Кстати, победителем в этом противостоянии вышел либеро Динамо. 25-17, 25-23, 25-16. Уверенная домашняя победа москвичей. Самыми результативными игроками матча стали доигровщик Денис Богдан и диагональный Романас Шкулявичус, набравшие по 13 очков. Протокол матча и мой прогноз из телеграм-канала у вас на экранах. На очереди матч Новокуйбышевской Новой и Казанского Зенита. В этом противостоянии также можно отметить лишь единственный примечательный момент. Серия из 8 подач, 5 из которых на вылет доигровщика гостей Михаила Лабинского, выглядит действительно классно. А в остальном 20-25, 15-25, 18-25. Очередная безоговорочная победа казанцев, которые уже третий матч развлекаются вторым составом. Отмечаем 14 очков Лабинского, протокол матча, мой прогноз и двигаемся дальше. Отправляемся в Новосибирск, где Локо в этот раз принимал нефтяник из Оренбурга. Первые два сета четко давали понять, что борьбы в этом матче не случится. 25-16, 25-18. Однако в третьем игровом отрезке гости решили показать какую-то невероятную эффективность в атаке, к чему волейболисты Локомотива точно не были готовы. Я уверен, что мысленно они уже ехали по домам, празднуя победу. В профессиональном спорте такое наказывается. Так и получилось. 18-25 сет остается за нефтяником. Но Пламен Константинов в перерыве, видимо, нашел нужные слова, чтобы спустить с небес на землю игроков Лока. 25-15 и 3-1. 11-я подряд победа новосибирцев, которые заканчивают первый круг на вершине турнирной таблицы. Самым результативным игроком матча стал диагональный Лока Илья Казаченков, набравший 22 очка. Перемещаемся в Сургут на матч Газпром-Югры и Зенита из Питера. В дебютном сете гости имели 2 сетбола, но ни один из них реализовать не смогли. На съеме справился Родичев, а затем блок сургутян в очередной раз остановил Федора Воронкова. Зенит имел еще один шанс забрать сет себе и даже увидел руку судьи, направленную в их сторону. Но видеопросмотр игрового момента запечатлил касание рук блокирующих после атаки Раджаба. А вот после атаки Титича даже техника не смогла рассмотреть касание, в результате чего сет остался за хозяевами 29-27. В остальных партиях питерский клуб демонстрировал чуть большую хладнокровность в концовках, за счет чего и победил. 2 раза по 21-25 и 20-25. 1-3 – очередная вымученная победа клуба с берегов Невы, который уж очень нуждается в глотке свежего воздуха от новых трансферов. Самым результативным игроком матча вновь стал доигровщик Федор Воронков и его 24 очка. Отправляемся в Нижний Новгород на встречу АСК и Солигорского Шахтера. Перед матчем казалось, что белорусы являются фаворитами этой встречи, но нижегородцы, нащупавшие свою игру в предыдущем туре с Факелом, были категорически против этой позиции, что и доказали на площадке. В первом и третьем сете особенно хорошо смотрелся блок АСК. 25-22, 27-25. Кстати, этим элементом хозяева умудрились набрать аж 18 очков за матч. В четвертом игровом отрезке команды продемонстрировали нам максимально равную игру. Но в концовке все решил блок солигорцев. Сначала руки Андрея Марченко принесли сетбол, а затем его начинание продолжил Александр Сафонов, который своим блоком перевел игру на тайбрейк. 23-25. В пятом сете увереннее себя чувствовали хозяева, а серия подач доигровщика Ивана Валеева решила исход партии. Ошибкой доигровщика Шахтера Артема Масько матч завершился. Самым результативным игроком стал сербский диагональный нижегородцев Петр Премович, в его активе 25 очков. Летим в Красноярск, где встречались Енисей и Белогорье. Первые 3 сета развивались по примерно одному сценарию.
Где-то в середине игрового отрезка львы зарабатывали преимущество, и если в первой и третьей партии этот гандикап удалось нарастить и уверенно довести до конца 17-25, 18-25, то во второй сибиряки вцепились зубами, сравняв счет в концовке. Более того, подачи связующего Максима Крескина принесли команде брейковое преимущество, которое красноярцы не без труда, но реализовали 25-23. Четвертый же игровой отрезок прошел под тотальным контролем Енисея. Хозяева подошли к концовке с 9-очковым преимуществом. Львы немного покусали оппонента, подобравшись по счету, но на итоговом результате партии это сказаться не могло. 25-20, и мы вновь отправляемся смотреть укороченный сет. Тайбрейк стал бенефисом диагонального красноярцев Романа Мурашко. Ну и уже по традиции этого сезона не обошлось без курьезных судейских ошибок. Вот вам вполне чистая результативная атака Павла Тетюхина через трос. Второй судья дает свисток, сигнализируя главному, что мяч после атаки Павла задел антенну. После видеопросмотра становится понятно, что второй судья допустил ошибку и атака чистая. Но главному судье ничего не остается сделать, кроме как назначить спорный мяч. Ведь даже несмотря на то, что мяч уже упал к моменту свистка, его издал второй судья, совершив ошибку, которую нашли в результате видеопросмотра. Для львов это решение, конечно, выглядит несправедливо, особенно когда это случается в их матчах далеко не в первый раз. Но судьи все сделали в рамках правил, как бы жалко нам белгородцев не было. Роман Мурашко двумя эйсами завершает этот матч. 3-2 – неожиданная домашняя победа Енисея. Самым результативным игроком стал диагональный красноярцев, набравший 27 очков. Ну а победу в чемпионате по медийности и открытости игроков можно досрочно отдавать волейболистам из Белгорода. Вы только посмотрите, какой пост выложил у себя в телеграм-канале Павел Тетюхин. Очень взрослое и достойное поведение лидера и капитана Львов. Браво, Павел! Ссылку на его телеграм я оставлю в описании. Доезжаем до Кемерово на матч Кузбасса и Новоуренгойского Факела. Кузбасс мощно начал игру. После атаки до пола Душана Петковича кемеровчане впереди на 4 мяча. Но уже к середине партии ситуация изменилась. А после подачи на вылет Александра Мельникова Факел повел, и Кузбасс провел ряд замен. На площадку вышли Славик Остадинов и Дмитрий Яковлев. Кемеровчане отыграли несколько мячей, но собственные ошибки решили исход партии не в пользу хозяев площадки – 21-25. Второй сет прошел под диктовку гостей. Кемеровчанам пришлось быть в роли догоняющих. Разыгрались в атаке у Факела Станислав Динейкин и Корней Энс. А хозяева площадки очень много ошибались при вводе мяча в игру. Сложно было перебить блок новоуренгойцев. Когда Александра Маркина прикрыли, отставание доросло уже до 4 очков. Тем не менее, кемеровчане не перестали бороться. Роман Пакшин подключился с задней линии, а на подачах Дмитрия Яковлева счет сравнялся. Но после ошибки того же Яковлева Факел вновь оказался сильнее – 24-26. В третьей партии на площадке у Кузбасса появился Кирилл Фиалковский и удачно вошел в игру. Сразу стал набирать очки в атаке и сделал эйс. В дебюте сета в центре сетки отличился и Денис Черейский, а в диагонали был вариативен Душан Петкович. Сначала диагонально уложил мяч четко в линию, а после скидкой обыграл тройной блок соперника. После подачи на вылет сербского легионера преимущество выросло до 8 мячей. И на таком подъеме кемеровчане завершили сет 25-15. До середины четвертой партии шла равная борьба, но Факел решил не давать шансов кемеровчанам затянуть игру в столь привычный для них пятый сет. Станислав Динейкин приблизил победу Факела в матче. В центре сетки здорово сыграл Алексей Ковальчук. На сетболе Душан Петкович ошибся при вводе мяча в игру. 21-25, 1-3 гостевая победа Факела, который одерживает вторую победу подряд в 2024 году. Самым результативным игроком матча стал диагональный новоуренгойцев Корней Энс, набравший 18 очков. Завершаем обзор шикарнейшим матчем в Уфе между Уралом и Динамо из Ленинградской области. Первый сет начался с быстрой результативной атаки Уроша Ковачевича. Затем 3 ошибки уфимцев приводят к преимуществу гостей. Главной атакующей опцией у Урала на этом отрезке становится Милат Бадипур, который активно вколачивает мячи. Атака первым темпом Якутина и плотная подача сравнивают счет. Ну а вот вам шикарная результативная защита ногой от капитана сосновоборцев Дениса Бирюкова. Постепенно Урал нащупывает свою игру, а эйс Романа Потолюка выводит команду вперед. В
концовке две мощные атаки Якутина помогают достигнуть преимущества в 4 очка. Но на подаче Сергея Пиранина сосновоборцы делают рывок и сравнивают счет. Точку в сете в игре на балансе поставил Ураш Ковачевич своим блоком 27-25. Вторая партия началась с эйса Александра Будько, после чего команды обменялись результативными атаками. Два эйса Дмитрия Калинковского позволяют Динамо ЛО выйти вперед. На подаче Ковачевича уфимский коллектив делает рывок в 4 очка. Будько равномерно нагружает своих нападающих, которые уверенно реализуют свои шансы. Блок и защита Урала действуют отлично, что позволяет постепенно увеличивать преимущество и довести сет до победного 25-16. Хозяева площадки начинают третий сет с 2 ошибок. Шенкель забивает на двойном блоке, а затем ставит блок по Талюку. Назар Литвиненко и Денис Бирюков хорошо забивают с быстрых передач Константина Тюшкевича. За счет этого преимущество гостей продолжает расти. Все тот же Бирюков точным ударом приносит Динамо ЛО победу в третьем сете 19-25. В начале четвертой партии команды обменивались набранными очками. Но на подаче Дениса Бирюкова гости сумели оторваться и добыть преимущество в 3 очка. После взятого тайм-аута Игорем Шулеповым уфимцы сумели сократить отрыв до 1. В концовке партии ошибка Назара Литвиненко на блоке выводит хозяев на комфортное преимущество в 3 очка. Но эйс того же Литвиненкова сравнивает счет. Самоотверженная работа в защите от Бирюкова и атака от Литвиненко ставит точку в партии 24-26. Воодушевленные после 2 выигранных партий, сосновоборцы со старта 5-го сета начинают показывать качественный волейбол. К смене сторон Динамо ЛО подходит с преимуществом в 3 очка, во многом благодаря игре Фанура Каюмова, который отметился 2 блоками на этом отрезке. Бирюков и Литвиненко мощными атаками увеличивают отрыв, который становится неотыгрываемым для Урала. 9-15, 2-3. Красивейший камбэк от волейболистов из Ленинградской области. Самым результативным игроком матча стал диагональный уфимцев Роман Потолюк, в активе которого 23 результативных балла. Протокол матча и мой прогноз из телеграм-канала на экранах ваших устройств. Вот таким получился завершающий тур первого круга мужской Пари Суперлиги. Большинство матчей подарили нам не только классный волейбол, но и непредсказуемые результаты. Подведем небольшие итоги в личной статистике, ведь половина чемпионата позади. Топ-5 самых результативных игроков на ваших экранах. Теперь 5 лучших нападающих. На экранах ваших устройств лучшие блокирующие турнира. Ну и еще десяток игроков. Первые лучшие на подаче, вторые худшие по количеству ошибок. Турнирная таблица и расписание 16-го тура на ваших экранах. Огромное спасибо за просмотр и вашу поддержку. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и на телегу подписаться не забудьте. Ну а с вами был Фанат волейбола. До скорой встречи!